Здравствуйте. В эфире новый эпизод Russian Speak. Сегодня в необычном формате, на русском языке. Я Елена, ведущая, Татьяна Берн, наши гости. И говорить мы будем о том, как учить иностранные языки. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Лена. Большое спасибо, что нашла время для этого разговора. Это очень важно. Да, и тебе спасибо, что пригласила. Всегда интересно чем-то поделиться, что может быть полезно для кого-то. Мгм. Давай начнем с того, что немножко поговорим о тебе. Я знаю, что ты живешь в Германии уже больше 20 лет, ведешь курсы немецкого языка и пишешь картины. Точно, так и есть. А еще я занимаюсь коучингом, провожу коуч-сессии. Коучинг — это, наверное, очень здорово и интересно, но для меня звучит очень сложно. Давай я сегодня тебя спрошу просто как преподавателя языка, вообще, как вот правильно учить иностранный язык. Для меня так возникла одна такая формула хорошая, что нужно переехать в эту страну, и тогда сразу все выучишь. Ну, ты знаешь, могу здесь вот что сказать, что сам по себе переезд в страну — это не панацея и не способ изучения иностранного языка. Если бы это было иначе, то все иностранцы, которые живут в любой стране, да, они Мгм. бы свободно говорили на языке страны. Но ты знаешь, что это не всегда так получается. То есть все равно нужно прилагать какие-то усилия для того, чтобы язык освоить. И ты знаешь, это вот правда, вот я только сейчас об этом подумала, потому что ко мне в библиотеку, ну вот кто не знает, я живу в Америке и работаю в библиотеке. И к нам в библиотеку приходят португальцы, которые прожили много-много лет в Америке, и они не говорят на английском. И вот именно поэтому я решила поучить португальский язык, выучить его, чтобы Мгм. я могла с ними общаться и чтобы я как-то могла помочь им получить то, зачем они приходят. Мгм. Ну, смотри, это уже такая конкретная цель. То есть вот Мгм. конкретно тебе нужен язык для того, чтобы помогать твоим клиентам, посетителям твоей библиотеки, скажем, Да. ну, общаться и давать им пользу в том, зачем они пришли к тебе. Мгм. И самое важное на самом деле вот такую цель иметь перед глазами. То есть она нужна не просто для того, чтобы знать, что ты делаешь, но и для того, чтобы знать вот эту точку Б, к чему ты стремишься. Потому что вот в твоем случае это разговорный язык. А в другом случае, например, если кто-то собирается поступать в университет, это уже совсем другой уровень языка. И тебе достаточно для тебя выучить язык на твоем уровне, а ему нужен другой. А, например, кто-то собирается работать в семье, ухаживать за ребенком, ему нужен будет совсем другой язык. Поэтому вот точку Б определить очень важно, для чего ты учишь язык. То есть, получается, если вот рассматривать конкретно мой вариант, мне нужно знать цель, и под эту цель мне нужно будет что, находить словарный запас или что вот делать? Да, и да, именно так. Смотри, у тебя, поскольку, скажем так, ограниченная область применения языка, тебе Мгм. не так много нужно, например, той же лексики, да, поэтому я бы тебе советовала просто взять на русском или на английском, какой тебе язык ближе, и написать для себя вот именно те маленькие диалоги, которые тебе нужны. И под Мгм. них уже учить и словарный запас, и слова учить, и просто даже выучить эти диалоги, и это тебе поможет на первом этапе очень сильно. Так, а вот, например, ну да, это словарно, нужно же, наверное, знать еще грамматику. Ну, конечно, А, конечно. С одной стороны, можно даже и без грамматики. Знаешь, есть такие полиглоты, которые и не учат грамматику, ну, они ее здорово. просто Чувствует. в процессе, да, они ее просто в процессе понимают, да, то есть приходит это понимание алгоритма, как язык работает. Но, конечно, грамматику Мгм. никто не отрицает. Было бы хорошо знать правила и те законы, по которым работает язык. Просто это облегчит тебе в составлении своих фраз и предложений, да, то есть если ты будешь знать, как Мгм. эти пазлы складываются, тебе будет легче самой.
Да, я рекомендую, конечно, взять учебник, если у тебя нет преподавателя или курсов, либо найти какие-то сайты, которые предлагают грамматику твоего языка. Мгм. Понятно. А вот как насчет приложений? Сейчас это так модно иметь приложение на телефоне, там. Ты вот вообще рекомендуешь это или нет? Я имею в виду приложение для изучения языка. Приложение– это тоже дело такое индивидуальное. Мгм. Почему? Да, это дело, как это называется, вкуса, да, то есть если Мгм. кому-то нравится работать с приложениями, не имею ничего против. Знаешь, в чем я вижу недостаток этих приложений? В том, что они дают готовый набор слов. Но вот как мы М. сейчас с твоим случаем поняли, да, что тебе этот набор не нужен вообще в принципе. Тебе нужны какие-то слова свои, и их не так много. Зачем тебе тратить время и учить какие-то вещи, которые ты не будешь использовать никогда. Поэтому мне кажется, что... То есть есть, да, плюсы, но есть и минусы. И каждый выбирает то, что он хочет. Я рекомендую пользоваться теми приложениями, в которые ты можешь ввести свой словарный запас сама. То есть ты берешь те вот слова и выражения, которые тебе нужны, ты их туда вводишь, и потом по его алгоритму этого приложения просто повторяешь их так же, как все, которые... А вот вообще бывают такие приложения? Потому что лично я пыталась найти что-то. Я не знаю, сколько я времени на это потратила, пытаясь разобраться, что да как, и так ничего и не нашла. Смотри, я работаю с двумя приложениями, я Ага. просто их советую и сама ими пользуюсь. И даже когда я провожу курсы, я для студентов сама создаю вот эти вот наборы лексики вот именно в этих предложениях. Первый сервис называется Quizlet. Мгм. Я прям буду Второй- записывать. Да, Квизлик, Quizlet. Quizlet. квизлет. Мгм. Quizlet. И второй называется Memrise. Про это я слышала. Слышала, да? Очень, Мгм. очень хорошие. И в чем у них преимущество, кроме того, что я сказала, что ты сама вносишь те слова, которые тебе нужны. Но еще и преимущество в том, что там с помощью вот этих вот всех алгоритмов, игр, каких-то упражнений ты тренируешь сразу все 4 навыка. Есть упражнения на чтение, есть Мгм. упражнения на письмо даже, есть упражнения на аудирование и, Мгм. и на говорение. То есть разные упражнения Мгм. дают тебе разные тренировку разных навыков, и это все те же слова, которые тебе нужны. То есть гениально, на мой взгляд. Понятно. Спасибо большое. Вот это то, что мне нужно было Да, знать. да. Еще там, знаешь, что Ага. есть? Там еще есть возможность посмотреть в курсы других таких же студентов, как ты. То есть ты составляешь свою колоду вот этих вот карт, а кто-то их уже составил, и ты всегда можешь пойти, заглянуть туда, посмотреть, может быть, там что-то есть интересное. И еще один большой плюс, что эти приложения работают и с компьютера, и с телефона. То есть ты можешь Мгм. в любом месте быстренько взять и повторить свои слова. Класс. Рекомендую. Интересно. Очень хорошо. Ну вот смотри, приложения — это все таки наши инструменты, которыми мы пользуемся для изучения языка. А должна быть, наверное, еще система. Это я так помню, там методички всякие были у наших учителей, когда они нас учили чему-то в школе. Да-да-да-да-да, совершенно с тобой согласна. И система– это как раз, собственно говоря, то необходимое условие, без которого трудно себе представить вообще прогресс в языке. О чем я говорю? О том, что, знаешь, от точки А, от той точки, с которой ты начала, или с Мгм. нулевого уровня, например, да, до точки Б, до того уровня, который ты хочешь получить. Нужны какие-то шаги, прописаны, что я буду делать и как я дойду до этой точки. Во-первых, шаги прописаны по материалу. Какой материал ты будешь для твоих целей использовать, да? Мгм. Чтобы тебе не искать это каждый раз и не думать, а что я сейчас возьму, а я пойду поищу лучше еще раз в интернете, да, а я еще вот это не сделала, ой, и это мне надо. То есть, чтобы у тебя была такая, знаешь, путеводитель, направляющий Мгм. тебя.
А с другой стороны, эта система регулирует регулярность занятий, да. То есть, например, если ты решила, что что ты имеешь возможность, и ты хочешь заниматься 3 раза в неделю, что очень, прям скажем, ну, вот хороший темп, да, хороший 3 темп, раза в неделю. загрузка, да, 3 раза в неделю по часу. Мгм. И ты понимаешь, что ты даешь сама себе слово «я хочу», «мне это нужно», и «я буду заниматься». И ты вписываешь эти занятия прямо в свой календарь. Вот, например, да, например, в Мгм. 8:30 у меня занятия, хотела сказать немецким, у меня занятия португальским. Полчаса, и это записано прямо в твой план. И за эти полчаса, например, 15 минут я читаю, например, вслух, а вторые 15 минут я выписываю новые слова. Мгм. И каждый, например, понедельник у меня вот именно вот эти занятия, да. Я читаю 15 минут вслух и выписываю слова. Например, в среду у тебя снова занятие, снова Мгм. час. Мы сказали полчаса, да? Хорошо, полчаса ты занимаешься, полчаса, например, в обед. И ты знаешь, что в обед ты делаешь что-то другое. Например, ты с этими новыми словами ты пишешь предложение, да? Мгм. И, например, смотришь, например, одно грамматическое правило из учебника. У тебя вот, значит, в обед вот такое. В среду у тебя, например, утром это повторение тех слов, которые были в понедельник, и что-то еще. То есть ты каждый раз уже знаешь, что я сейчас заканчиваю занятие, и в следующее занятие я буду делать раз, два, три. И эти действия каждый раз повторяются. То есть это вот такая система, она, во-первых, экономит тебе очень сильно время на Мгм. поиски, на планирование, на решение вот эти, на принятие решений. А что мне делать сейчас? А где я это возьму? А как я буду делать? Да? То есть Мгм. ты знаешь, что ты села, сделала, пошла дальше. То есть эффективность очень сильно увеличивается. А с другой стороны, ты тренируешь свой мозг, знаешь, как зубы чистить. Ты ведь не прилагаешь никаких усилий, да? Ой, я сейчас пойду зубы чистить. Раз, утро настало, пошла зубы почистила, перед сном снова в ванну, снова почистила. И вот так же это у тебя будет с языком. И тогда это будет блеск. Потому что чаще всего язык не выучивается потому, что люди просто бросают, что вот эта вот система не работает. И знаешь, почему это происходит? М. Потому что это длительный процесс, довольно Ну, сложный понятно, да. для мозга, да, и мозг не хочет тратить столько энергии на это. Он заточен эволюцией на то, чтобы сохранять энергию, потому что тогда, когда он развивался, был недостаток еды, и нужно было вот ее экономить, да, то есть делать вещи на автомате. Когда делаются вещи на автомате, то энергия не тратится. И тебе мозг говорит, не надо, не надо, тебе не надо язык учить, сделай лучше что-нибудь на автомате, да. Поэтому его надо тренировать просто, и тогда будет все хорошо. Так, значит, понятно. Мы разобрались с приложениями, мы разобрались с системой. И вот ситуация: у человека есть и система, как будто бы, и инструмент, который он может использовать, а язык все равно не учится. Это вот то же самое, что ты говорила про мозг, или это что-то другое? Ам, Ты знаешь, здесь что-то другое. А здесь что-то другое? Здесь что-то другое, а именно вот что. Смотри, если мозг, он как бы, да, как компьютер, он работает сам по себе, независимо от тебя, ты не можешь на М. него повлиять, он так уже вот э, развился в природе, в эволюции, то решение, учится язык у тебя или не учится, ты даешь сама. То есть ты сама как бы оцениваешь, у тебя есть прогресс или нет. Поэтому здесь в каждом случае нужно смотреть индивидуально. А что такое язык не учится? Как ты это определяешь? Например, ты учишь слова, и они не запоминаются, ты их не можешь вспомнить на следующий день. Это может быть одна причина, да? Мгм. Если, например, ты говоришь, ну вот я учу, а как увижу иностранца, и мне нужно говорить, все, у меня ступор.
я вообще сказать ничего не могу, да, у меня не учится язык. Тоже может быть причина, да. Или, например, что еще может быть? Может быть, тебе кажется, что это слишком медленно. Вот Мгм. я вот учу уже целый месяц. Я думала, что я за месяц сейчас уже буду там бегло говорить. А когда я начну бегло говорить, да? Но нужно понимать, что процесс, как я уже говорила, он длительный и сложный, и он занимает какое-то время. Поэтому, может быть, ты слишком торопишься, оценивая вот так, что я что-то не учится, а на самом деле он учится, и все хорошо идет. Тут тоже важно иметь в виду, что от точки А, когда ты совсем не говорил, да, когда ты совсем не Мгм. знал языка, до точки Б там есть несколько, то есть много всяких промежуточных, как бы вот этих вот ступеней, да, и хорошо бы сравнивать на каждом вот этом вот моменте, когда тебе мысль приходит в голову, интересно, а выучила я что-то или нет, с тем, с чего ты начинала. И вот тогда ты будешь видеть свой прогресс. Я раньше не знала вообще ничего, а теперь я уже знаю 20 слов, и я их не просто знаю, а могу уже с ними предложение составить. И не просто предложение составить, а я могу их уже сказать там своим вот этим вот португальским клиентам, да. То есть это как в школе контрольная работа. Каждые там четверть у нас проводили контрольные работы и смотрели наши результаты. Да, 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 примерно, да. Проверочная какая-то работа, то есть какой там, что там на этом. Знаешь, не случайно, например, вот когда курсы языковые в школе проводят, да, можно туда, когда ты идешь на курсы, то там есть А1-1, да, то есть вот там Мгм. какой-то кусочек. Следующий кусочек идет А1-2. Да, потом А2-1 и так далее. То есть вот такие этапы уже как бы такие, скажем, от пункты, контрольные пункты, да, то есть кусочек, кусочек, Мгм. кусочек, кусочек. Вот таким Понятно. образом. Но вот, а как вот определить там, почему это, как определить, продвигаешься ты или не продвигаешься, можешь ты это делать сама или нужно идти к какому-то преподавателю и с ним разговаривать, почему что-то двигается, почему не двигается, или нужно вообще с кем нужно разговаривать, чтобы разобраться в себе. Ну, если уж у тебя прям совсем вот проблема такая, и ты совсем Мгм. никакого прогресса не видишь, да, то надо, конечно, посоветоваться со специалистом, выяснить даже то, делаешь ли ты правильные действия для того, чтобы получить результат. Знаешь, так часто случается, например, в моей практике, что приходит кто-то ко мне, и я спрашиваю, как там, что не получается. Мне говорят, я вот, да, учу, столько учу, но никак не могу говорить. Ну хорошо, а почему вы не можете? Как вы занимаетесь? И мне рассказывают, я вот читаю книгу там какую-то там толстую, вот уже, значит, там 2 месяца. Или я смотрю фильмы по телевизору, я слушаю, вот у меня, значит, за спиной все время там приемник, он мне все время по-немецки. Или я еду в машине и слушаю, значит, диски, да, или что-то. Мгм. Но у меня не получается говорить, да. И понимания нет, что это совсем разные навыки. То есть, когда ты Да, читаешь книгу, ты развиваешь что? чтение, навык Чтение, чтения. да, навык чтения. Если ты слушаешь все время аудио, то ты лучше будешь понимать со слуха, да. Но Мгм. для того, чтобы говорить, надо Надо говорить. говорить. А не делать, например, упражнения те же, да, тоже любимое занятие у студентов, особенно тех, которые учат язык самостоятельно, потому что это просто. Ты взял учебник, Мгм. открыл упражнение и слова туда вписал. Ой, как я хорошо позанимался, целых полчаса я вписывал слова. Оно тебе в жизни это пригодится? Ну, вписывания слов, конечно, нет. Нужно же было еще, наверное, прочитать это все, И прочитать, перевести, что и это. перевести, и повторить, говорить, потому что здесь же еще у нас есть аппарат, и у нас есть связь между тем, что как у нас язык вот это вот все М. выговаривает, и с мозгом, и со всем. Это сложная система на самом деле, поэтому То есть поэтому получается, что нужно по-хорошему начать с того, чтобы пойти на консультацию к преподавателю языка. или Или ты можешь
или ты можешь начать сама, но потом на каком-то этапе прийти, например, и спросить: "Я правильно делаю вообще? Ты можешь, я вот делаю вот то-то, вот то-то, вот то-то, а хочу получить вот это. Я правильно двигаюсь?" Поэтому у меня вот тоже есть такая форма работы со студентами, когда мы не занимаемся, как обычно, репетитор, да, 2 раза в неделю там, как учитель рассказывает все правила, потом спрашивает домашнее задание и так Мгм. далее. А мы встречаемся действительно раз в месяц и делаем такой чекап. Куда мы Понятно. идем, куда мы хотим, что мы сделали, во-первых, да, потому что результат зависит не от того, как долго ты думаешь, что ты учишь, а от того, сколько действий ты сделал в это время, да. Понятно. Так же память работает. Не раз в неделю ты вспомнил эти слова и Мгм. повторил, а например, каждый день понемножку. И ты повторяешь их, повторяешь. То есть результат приносит только действия. Понятно все. То есть нам всегда нужен преподаватель. Не могу сказать, что всегда. М, Нет, нет. Понятно. Так, для проверки иногда или для консультации. Для проверки, да. Или ты можешь прийти и поговорить со своими португальскими клиентами, и сказать: "Как это? Я правильно?" То есть все время с кем-то сверяться. Либо со специалистом, либо с тем, с кем ты хочешь коммуницировать, чтобы получить обратную связь. Потому что это хороший вопрос на самом деле, потому что, самому себя не слышно. Мгм. Мы не можем понять, даже если с нами говорит носитель языка, и мы говорим, мы не слышим, в чем разница, потому что мы сами себя не воспринимаем как, источник, речи, например. Понятно. Еще в самом начале ты говорила, что ты сейчас занимаешься коучингом. Вот, и вот что такое преподаватель и коучинг? Это одно и то же или это по-разному? Ты можешь быть коучингом, что это, lingua коуч? Что это Мгм. такое вообще? Ну, это вот Смотри, насколько это одно и то же или это разные вообще вещи? э, это не одно и то же, на самом деле. Я тебе уже сейчас только что, об этом, вскользь упомянула. Преподаватель — это тот, кто, тебе дает материал. Он тебе Мгм. дает материал, объясняет, знаешь, как в школе, да, у доски Да. преподаватель вышел: "Сейчас у нас новая тема. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Всё, информацию выдал. Сейчас мы с вами потренируемся, как это делать". И домашнее задание получили. Потом домашнее задание, значит, он проверяет и, что-то там исправляет. Коуч — это скорее тот, кто смотрит за процессом, как идет процесс, как, человек, работает в этом процессе, чего ему, может быть, не хватает, чего ему не хватает, с какими сложностями он встречается. Мгм. И тогда, именно в этом направлении работать. Например, мотивация, да. Мотивация. Ты знаешь, что она со временем падает. Мгм. А, или, например, со страхами. Кто-то боится говорить, у кого-то ступор возникает, да, при, разговоре. У кого-то слишком много, знаешь, таких, негативных установок, которые ему мешают. Например: "Я уже такой взрослый, в таком возрасте уже невозможно". Дети вот до 12, они учат язык, а все остальные только мучаются, да, например. Или, или у меня вообще памяти нет, голова дырявая, у меня нет способностей, я математик там какой-то, да. То есть вот такие вот вещи, которые на самом деле, э, они, эм, они ведут к тому, что, к языку образуется негативная эмоция. То М. есть, ну все равно ж ничего не получится. Чё там я такая, значит, старая, мне там уже 30 лет, куда я там выучу язык какой, да? Да никогда я уже не буду так говорить, как носители. И вот это вот "я не буду", и она потом тормозит на самом деле. Понятно. То есть вот ты сейчас как раз занимаешься тем, что даешь такие консультации. Да, я как раз работаю Понятно. с теми, у кого что-то там как будто бы не получается. И мы смотрим, в каком месте не получается, и это исправляем, и дальше идем к цели. Понятно. Значит, обязательно после этого видео, под этим видео на "Ютубе" я выложу твои контактные данные, потому что лично я почерпнула много вот с нашей сегодняшней беседы, и я так думаю, что у меня есть над чем подумать. Так, Приходи, будем
буду очень рада тебе помочь, и не только тебе, твоим слушателям. Обращайтесь. Понятно. Спасибо, Таня. Таня, спасибо большое за этот интересный разговор. Мне на самом деле очень понравилось, и спасибо, что ты нашла время на это. Спасибо, что пригласили. Буду рада, если это кому-то, может быть, поможет в изучении иностранного языка. Хорошо. С вами была Елена. Спасибо, что смотрели.